Ну и когда мы там выступали, перед этим у нас там основной был интересная такая как бы демонстрация, как людям показать, что это работает. Мы на курильщиках показывали. Вот там взяли несколько человек курильщиков, они там взяли сигареты, положили на наши структуры их, вот, а потом начали курить не те сигареты, которые лежали на структурах, а те, которые у них в пачке были. И они вдруг обнаруживают, что вот за счет структурного переноса те сигареты, которые лежали у них в пачке, они тоже стали более мягкими, более какими-то, то есть как бы вкус изменился. Горло меньше стало драть там, ну и так далее. Вот. Ну а потом мы поехали уже вот выступать перед этой вот городской экологической комиссией. Приехали, они нас в автохозяйство одно завели, и там дали нам 2 машинки, чтобы мы на них продемонстрировали, как работают вот те у нас автомобильные таблетки, которые сейчас у нас эконормами называются. Вот. И мы смотрим, а там грузовик один был, газон, он вроде только после ремонта, но у него почему-то было 8,5 СО, при норме 1,5. А у Волги, которая тоже была там, у нее было 3,5, при норме тоже 1,5. Ну, думаем, да, то есть такие машины, что явно что-то в них явно неисправно, не отрегулировано, и будет нам сложно что-то показать, и будем долго объяснять, почему у нас не получилось. Ночью делать нечего, значит, приклеили к бензобаку эти таблетки, замеры сделали исходные, вот. Ну, а там надо минимум полчаса ждать, а нам надо уже к вечеру дело, зона пропускная, это Арзамас-16, там атомный центр, поэтому все только строго по пропускам, и нам надо идти оформлять пропуска, отмечать их, чтобы нас выпустили после этого из города. Вот. Ну, мы побежали оформлять, где-то полчаса мы катались туда-сюда, приезжаем, начинаем мерить опять, и сами удивляемся, потому что просто такого результата мы еще ни разу не показывали. На этом газоне, то есть на Волге, это где-то упало с 3,5 где-то до 1,5 уже за это полчаса, то есть 2 раза с лишним. А на этом газоне, на котором было 8,5, стало где-то в районе 3. То есть почти в 3 раза упало ЦО. То есть мы так порадовались, показали им, как бы, видите, вот видите, как оно круто работает. Я поблагодарил Серафима Саровского за поддержку в этом деле, вот, потому что ну, в разных городах, в разных местах разная динамика. То есть вот когда человек начинает пользоваться светлицами и читает, допустим, отзывы, что вот у одних там что-то произошло хорошее, другое произошло там замечательное, и думает, что у него будет точно так же, то он потом иногда может испытать разочарование, что у него как-то не так. То есть как-то не так, допустим, быстро и не так ярко как-то проявляется. То есть что-то вот по-другому. Вот также вот с этим эконормом у нас, оказывается, было, что в одних городах люди делают, вот как там в Нижнем Новгороде у нас пригласили, говорит, у нас что-то не получается. Я поехал, стали мерить, действительно, вот стоим, ждем полчаса, час, ничего не меняется. 2 часа, 3 часа, 8 часов пришлось простоять возле машины, пока наконец началось существенное падение ЦО. То есть как бы динамика может быть разная, поэтому скорость изменения зависит от самого человека, сколько он набрал искажений за свою жизнь, да, то есть, ну и, естественно, от места, в котором это все происходит, от той среды, в которой человек оказался погружен. Если город Саров, это хоть и атомный центр, и все, что с ним связано, с атомным центром, все-таки военная тема, казалось бы, там должно быть среда не очень, но за счет того, что там вот это как раз намоленные места Серафима Саровского, он достаточно чистое место, и вот эта поддержка духа Серафима Саровского, она везде во всем ощущается. И вот начальник ПТО нам тоже рассказал удивительный случай, который с ним произошел. У него много лет его донимал грибок, а никак он с ним не мог справиться на ногах. Вот. И какие-то средства им пользовался, ничего не помогало. И вот он как-то ночью
спит, вот это сильно его задело, этот вопрос. И вот среди ночи вдруг ему снится сон, что ему приснился Серафим и говорит: слушай, говорит, возьми, говорит, и пойди под краном ноги помой. Прямо под краном, чистой вот этой водой. И он проснулся. Проснулся ночь, где-то часа 3 ночи, думает, пошел. Пошел, помыл ноги и опять лег спать. Утром просыпается, никаких следов грибка. И вот с тех пор у него грибка больше не было. Вот, то есть вода, а там под городом, ну там целое море, как бы это вот пласт воды артезианский, который вот, в общем-то, поэтому из Саров, Дивеево, вот это все зона, где ну, один водяной пласт, в которого вот люди берут эту воду. Вот, поэтому святые, они постарались, они много чего сделали для того, чтобы мы могли пользоваться их помощью и поддержкой. Вот. Но нам тоже как бы самим не стоит отставать от того, что они нам как бы оставили какой след. И самим тоже оставлять след, который был бы потом нужен и другим людям после того, как, допустим, мы уйдем. Но что людям нужно, да, то есть как бы и не только людям, а и миру в целом. И как этот мир мы можем сделать лучше. Вот. Ну, мы уже который вебинар говорим о развитии, да, то есть о быстром развитии, ускоренном развитии, системе сверхскоротного развития, и мы говорим о эксперт-операторных взаимодействиях. Но эксперт-операторное взаимодействие – это как бы, да, базовый принцип, который позволяет быстро развиваться, так как человек развивается не один, а как минимум вдвоем, да, то есть, но почему он как бы лежит вот в основе этого. Почему, когда не один, то быстрее развиваешься. Вот. И что нам имеет смысл предпринимать, чтобы еще раз ускорить этот процесс? Да? То есть, почему вот есть эволюция, да, то есть, которая от миллиона лет идет, как-то идет вот развитие каким-то образом, и тут вот появляется человек. И что-то он начинает делать для чего-то, то есть научно-технический прогресс там и так далее, то есть как-то вот сильно развивается, но все-таки в ущерб природе это все идет. Поэтому здесь важно, чтобы мы могли что-то делать, но не в ущерб, а в помощь. Да? То есть чтобы у нас была определенная поддержка мира, которая бы нас приветствовал нашу деятельность. Что мы можем этому миру, чем можем помочь, да, то есть, ну, тоже что-то вот двинуть в сторону эволюции. Но вот эволюция с точки зрения Дарвина, то есть как бы есть множество работ, которые показывают, что не все там как бы вот подчиняется законам Дарвина, есть какие-то еще другие принципы. Вот какие принципы могут лежать в основе эволюции? То есть есть предположение, что виды животных, они появляются не просто так, да, то есть как бы они появляются, чтобы заполнить определенные вакансии. Почему это кажется, что потому что когда появляется новый вид, он не приводит к исчезновению каких-то других видов, которые существовали. Ну, например, были одноклеточные, потом появились многоклеточные. Но одноклеточные же остались. Они же также и существуют, да, то есть там те же грибы, там, потом вот растения были, да, потом появились животные. Появились животные, но растения-то не исчезли, да, то есть как бы появление новых видов не означает, что должны исчезнуть какие-то другие. Ну, как вот в таблице элементов, да, то есть вот если мы говорим про заполнение каких-то уровней, да, то есть когда один элемент переходит в другой элемент, ну, таблица вот Менделеева, да, допустим, там есть некие элементы. Все там состоит из 3 всего частиц: протон, нейтрон и электрон. Да, и начинаются какие-то их комбинации. Но эти комбинации, они не просто так, они подчиняются определенным правилам. И в основе как бы лежит самый главный принцип, принцип Паули, что на одной орбите не может быть 2 электрона в одном и том же состоянии. То есть вот этот принцип, он приводит к тому, что мы начинаем усложнять систему. Да? То есть вот 1 электрон, 2 электрона, потом следующий уровень должен появиться.
он заполняется. На следующем уровне больше элементов, там, которые надо заполнять, как некие ячейки. Да? То есть следующий уровень орбитали, следующий, еще один уровень, там, на нем начинает заполняться как бы, вот, да, то есть как бы электроны. Вот, и так постепенно увеличивается атомный вес, и, соответственно, идут изменения вот в качестве элементов, там, их свойствах и так далее. Дальше следующий как бы шаг в эволюции, да, то есть когда появляются молекулы, да, то есть из этих элементов они тоже по определенному принципу, да, валентности там, сколько там на верхней границе есть свободных мест, чтобы можно как-то было соединяться, да, то есть получается, что мы видим, что вся, то есть как на разных этапах эволюции, на разных ступенях, да, вот как бы организации этого мира, мы видим, что соединение, да, одно с чем-то соединилось, потом к нему еще что-то присоединяется, и появляются какие-то различные комбинации. Поэтому вот к этому вот соединению мы как бы и идем. И вот появляется человек, как вершина эволюции, который может чего-то с чем-то еще соединять каким-то образом, да, то есть как бы ускорить этот процесс. Ну, то есть, что делает человек тогда, да, то есть, что делает природа, что делает эволюция, то есть, это все принципы некие развития, да, то есть, которые заложены вот в основу всего этого дела. То есть, эти принципы развития нам хорошо бы использовать. Каким образом, да, то есть, что природа делает? Природа некие комбинации соединяет, и получается, проявляются какие-то новые структуры. Да? То есть они были где-то в мире структур, но потом вдруг на каком-то этапе начинают проявляться. Почему? Ну, потому что предыдущие уровни уже заполнились, развитие прошло определенное, да? Начинают появляться следующие уровни. Вот люди, например, пытаются разводить там каких-то вот животных, растения там выращивают и так далее. И они пытаются делать селекцию, да, то есть селекцию там, с помощью генной инженерии, там еще что-то, там начинают перекраивать тот генный материал, который есть. Но в результате, пока вот у нас, несмотря на все успехи там, генной инженерии и прочем, еще нового вида ни одного человек не сделал. Он просто делает некие химеры, составляя вот из каких-то там частей что-то там уже известное. А вот как новый вид, в котором было бы множество свойств каких-то разных, других, тех, которых еще не было, еще пока не удалось получить. То есть природа какие-то есть вот особенности, которые позволяют говорить о том, что она как-то этого делает иначе. Ну вот если посмотреть на научную эволюцию знаний, да, то есть там мы видим, что у человека есть успехи, да, то есть он там создает новые виды техники, новые виды какие-то изобретения, то есть что-то новое постоянно рождается, обновляется, то есть вот в искусственной эволюции человек достиг успехов в создании нового, да, то есть, ну, значит, тогда вот эти принципы, которые удалось реализовать в неживой природе, как эволюционные как бы некие механизмы, которые в человеке в эволюции технологии удается реализовать, хорошо бы вот перенести на живую природу с тем, чтобы там начать создавать. То есть какие принципы надо для этого использовать и что мы можем при этом предпринять. Так вот, если рассматривать с этой точки зрения, да, то есть возможности человека не просто как бы живущего как просто животное какое-то, да, то есть, а который пытается что-то моделировать, как бы рассматривая мир как некое многообразие, в котором он что-то может сделать, да, то есть тогда возникает вопрос, какие принципы моделирования мы можем использовать и что мы можем предпринять в этом плане, да, то есть, ну и вот, если рассматривать с точки зрения научно-технического прогресса, мы видим, что человек создает определенные модели, да, то есть какие модели создает, математические модели создаются, например, да, логические модели, модели аналоговые могут быть, модели могут быть цифровые, там, ну, то есть как бы различное моделирование, когда необходимо понять, как процесс может быть двигаться, да, то есть как бы создается некая теория, потом моделируются какие-то вещи, а потом это реализуется в жизнь. Так вот, модели, которые человек придумывает на самом деле, да, то есть это могут быть фактически отображением неких структур.
Да, то есть структура сначала, она как бы в мире структур витает, как идея, как говорил Платон, а потом она приходит кому-то в голову, и человек ее начинает воплощать, реализовывать в своей жизни. Но в технических системах это попроще, потому что они не столь сложные, как биологические, поэтому удается вот что-то новое создать. Поэтому вопрос моделирования, он актуален как в живой эволюции, так и не в живой. Да, то есть поэтому мы можем говорить о принципах моделирования, когда нам надо что-то сделать, когда что-то попробовать. Ну, вот как вот в песочнице дети играют, они сначала пробуют лепить там вот из песочка, там в каких-то формочках что-то делают, да, потом выросли, стали это делать, лепить уже из чего-то другого. То есть стоит здания там, уже сооружения и так далее, то есть они уже могут попробовать сделать какие-то вещи, то, что нужно уже, то есть уже можно не бояться, что это развалится, а оно уже будет работать для всех. Поэтому мы вот у нас такой песочницей мы здесь вот занимаемся, как бы вот у нас есть некая возможность пообщаться, взаимодействовать и на этой базе сделать что-то новое, что-то проявить в нашей жизни. Да? То есть поэтому вопрос возникает, как нам структуры, которые есть в мире структур, проявить так, чтобы что-то вот это новое начало появляться. Да, то есть это вот в эксперт-операторных взаимодействиях это как раз реализуется, когда есть возможность соединить, да, то есть одного человека с другим и в их взаимодействии реализовать вот эту вот структуру, которая могла бы дальше быть как решение некой задачи. Ну, то есть мы об этом уже говорили, сейчас подробно пока на этом дальше не будем останавливаться, а поговорим о принципах имитационного моделирования. Да, то есть нам нужна модель. Да, то есть мы, когда говорим о светлицах, там у нас есть 4 базовых пункта, да, то есть как надо работать со светлицей. Первое у нас это поставить задачу. Ну, я считаю, что все, кто здесь присутствует, они себе какую-то задачу поставили на сегодняшний вебинар, какую-то поставили цель, может быть, мечту, фантазию или еще что-нибудь, что мы хотим тут реализовать. Ну, запрос, как говорят, некий запрос. Вот. Дальше мы должны что-то сделать с этим запросом, да, то есть как бы попробовать сделать модель, как нам эту задачу решить. Ну, а потом эту модель реализовать, да, то есть второй пункт это у нас создание модели, третий пункт это действие, то есть мы в неком действии должны проявить эту модель. Действие это у нас получается реализация вот этой имитационной модели, которую мы хотим реализовать. Ну и третий пункт, то четвертый пункт, это у нас наблюдение за знаками. То есть у нас мир все время нам в семафоре это говорит, ну вот смотрите, верной дорогой идете, товарищи, поэтому мы можем обращать на то, что вокруг нас происходит, и использовать это как подтверждение, поддержку наших действий. Ну вот, но модели, они какие могут быть, да, то есть они могут быть разные. То есть мы можем реализовывать их, то есть имитировать разными способами. Да, то есть как бы, вот один из способов это имитация через языковые модели. То есть язык это тоже некая структура. То есть структуры могут быть вещественными, да, то есть как бы из атомов молекул что-то состоит, там их производных. Могут быть полевые, когда есть поля какие-то электрическое, магнитное, гравитационное, сильное, слабое. Да. Могут быть информационные структуры. Ну вот проявленная информационная структура, одна из которых мы все время, которой все время сталкиваемся, это язык. Любой язык – это есть проявление некой структуры, некого порядка. Да? То есть поэтому вот те, кто изучает языки, не изучают грамматику, правила построения предложений, правила произношения. Там, то есть некие правила, которые позволяют нам реализовывать в этом языке, проявлять какую-то информационную компоненту. Потому что когда мы говорим, что в Бионете там все есть, в биоинтернете, и к нему надо настроиться, что-то получить-то можно.
Но если у нас нет понятийной базы, у нас нет ответов на вопросы, что это нам, какая информация пришла, если мы ее не понимаем, то ну куда? Ну вот пришла информация, мы записали какие-то формулы, но мы не знаем, что означает этот значок в этих формулах, мы не знаем, как ими пользоваться, да? Мы не знаем, как их применять. Поэтому наука, она чем занимается? Накоплением вот этих вот понятий, да, с их развитием, расширением. И понятия, которые на каком-то этапе накопились, они не обязательно исчезают. Да, то есть наука пошла вперед, появились новые понятия, но старые не исчезли, а их тоже используют. Ну, например, теплотехника. Когда-то была теория, мы говорили, что теория кислорода. Есть такая жидкость, кислород, вот она из одного тела вытекает, из более горячего в более холодное перетекает. И, соответственно, если мы эту жидкость рассматриваем, то мы говорим о ее теплоемкости, сколько этого тепла может войти, этого теплорода, или, например, о теплопроводности, сколько этого тепла может пройти сквозь какое-то тело. То есть вот такая теория была раньше, и масса терминов от нее осталась. Потом появилась кинетическая теория Больцмана, она ввела новые термины, да, новые, но те старые, которые вот существовали, они все равно остались, потому что они удобны для расчетов. Потому что вся термодинамика в основном базируется на вот этих эмпирических формул, которые были получены вот еще в XVIII веке. Поэтому понятийная база, которая накапливается человечеством в результате вот развития науки, она очень важна. Поэтому нам важно, чтобы мы делали не просто какие-то модели абы какие, да, то есть вот, имитационные, то есть любой ритуал, там церемония, какая-нибудь, это все тоже имитация определенная, да, то есть, но их можно просто придумать абы какие, а можно использовать научный подход, да, то есть научную фантазию для того, чтобы мы могли применить вот эти имитационные модели с учетом неких правил, наработанной наукой. Потому что если мы применяем эти уже правила, значит, у нас есть возможность состыковать вот эти вот уровни, которые нам должны быть, и быстренько перейти на следующий, а не тыкаться, как бы перебирая в беспорядке вот эти вот ну, какие-то возможные состояния. То есть наука нам, с одной стороны, нужна для того, чтобы мы могли пользоваться этими правилами, которые наработаны уже, да, то есть за теми знаниями, которые уже есть, но она нам поможет тогда получать новые знания, получать за счет синтеза информации, за счет синтеза структур какие-то новые знания и дальше на них основе развиваться. Поэтому мы сегодня попробуем поговорить о таком о такой возможности, которая дает нам новое состояние. То есть вот есть такое понятие, есть измененное состояние сознания. Да? То есть человек начинает что-то чувствовать, то, что раньше никогда не чувствовал, но он в это время переходит, его сознание переходит в какой-то другой момент. Или возьмем Карлоса Кастанеду, да? То есть там он описывал, как Дон Хуан ему смещал точку сборки. Она ему как даст сзади, и у него что-то смещается, и он начинает по-другому мир воспринимать. Потому что если не сделать его таким образом, да, то есть он ничего не понимает, что ему Дон Хуан говорит. Ну, это как бы второе состояние, второе сознание у него открывается. Но когда он переходит обратно в первое, он перестает его понимать опять. И он то, что он там, допустим, до этого ему объяснял, он опять не понимает, как это может быть. Вот. Но нам важно, чтобы мы могли эволюционно переходить из одного состояния в другое. Не так, чтобы резко перескочил, и ты как бы уже попал в другой мир. А мы могли бы вот складывать как бы вот эти кирпичики один к одному и потихонечку двигаться вперед, развиваясь. Да? То есть поэтому вот, если мы говорим про состояние, то еще есть с этим словом очень много значений связано. Да? То есть как бы, например, состоятельность. То есть у него, или говорят, у него большое состояние. То есть у него человек чего-то добился, да, то есть у него теперь чего-то там накопилось, он, говорят, состоялся, например, как специалист. Или вот я, говорит, состою в обществе. То есть, значит, опять же, слово состояние – это где-то, стояние где-то. Но какое? То есть, если у нас посмотреть на первые буковки, да, то есть, вот давайте эту модель рассмотрим, семантическую, то у нас есть возможность увидеть, что первая буковка «С», а вторая «О». То есть, и слова какие-то, да, то есть, с чем еще созвучные, например,
соединение, да, тоже начинается вот эти С и О. Соединение или там сообщество, да, то есть общество с чем-то, да, то есть как бы, поэтому получается, что вот эти первые две буквы С и О это как раз обозначение чего? Вот некого соединения, некого объединительного вот компонента, который нам поддает чего? Согласие, например, да, то есть как бы опять же мы видим, да, то есть если взять слово кооперация, которое английское, да, то есть то там тоже первая буковки C и O будет, cooperation, да, то есть вот эти буквы, как бы, они получаются в языке носителями определенных структур, да, то есть как вот алфавит, да, то есть это же не просто так какие-то буквы люди придумали, они почему-то вот именно такие появились буквы. Поэтому, если брать вот эти две буковки, да, чем они отличаются? Ну, одна кружочек, да, то есть как бы, а другая вот как бы открытый, то есть, видите, разомкнутый. Вот давайте мы посмотрим, знаете, на что? На спираль. Почему мы на спираль можем посмотреть? Значит, я как бы сейчас объясню, но если мы на спираль посмотрим, да, то есть если мы посмотрим на нее сверху, да, то есть что мы увидим? Мы увидим замкнутый круг. Да? А если мы посмотрим сбоку на нее, да, то есть мы увидим, что она как бы вот есть переход на другой виток. Они как бы здесь есть разрыв. Да? То есть получается, что вот эти две буковки, они как бы дают нам проекцию некой спирали, да, только как бы вот они только на плоскость. Поэтому у нас это спиральная такая компонента, заключенная вот в этом сочетании С, С и О. И вот мы, кстати, почему я начал с автомобиля и с Серафима Саровского, потому что мы как раз занимались сначала с уменьшением СО в выхлопе автомобиля. Да? То есть С и О – это вот как раз угарный газ, который на самом деле, если его много, то человек угорает. Он перестает соображать, и у него нету в голове нормальных мыслей. Поэтому, если его слишком много, то человек перестает соображать, потому что чего-то ему перестает хватать, как бы какие-то замыкаются какие-то соединения, они не туда уходят. Но поэтому мы говорим, что вот нам важно, чтобы С и О, это вот это, да, то есть компонента, связанная с возможностью соединять, да, какие-то элементы. Ну, допустим, мы возьмем цепь. Вот если у нас есть звено цепи, да, то есть его надо с другим-то соединить, значит, там должен быть разрыв, тогда мы можем только их эти соединить, как крючочек, да, потом другое такое колечко соединить. Получается вот некая цепь. Почему я об этом говорю? Потому что если мы говорим о сочетании дискретного и, например, непрерывного в нашем мире, да, то есть мы говорим, вот нам квантовая механика говорит, что мир дискретный. А в то же время как бы качества, которые передаются, они как-то мы оцениваем как непрерывно. С точки зрения, например, волна и частица, да, то есть фотоны как бы они как бы вроде как частички могут быть рассматриваться, в то же время волна. Волна это штука непрерывная, а фотон он дискретный. Как это можно сочетать, если это, в общем-то говоря, как бы вроде бы как бы разное качество? Но мы говорим, что нам надо, чтобы у нас была сочетаемость, да, то есть одно сочеталось с другим. Опять же, видите, слово сочетание идет как некое соединение. Поэтому, если мы хотим изменений состоятельности своей собственной, да, то есть как бы, то нам ее надо ну, моделировать как некое соединение чего-то с чем-то. Ну, например, да, то есть модель такая может быть. Вот говорят, сколотил целое состояние. Какую мы можем в качестве модели использовать образ? Ну, взял, например, и что-то сколотил целое. Взял доски, гвозди или там шурупы и начал делать. Я помню, когда мы начали только заниматься этой темой, вот, связанной со светлицами, с этой вот, ну, с информационными технологиями, структурами, так как это был переход из одного состояния в другое, да, то есть, то было интересно наблюдать, да, вот как бы вот ты сам по себе это делаешь или тебя что-то ведет. И у меня было ощущение такое, что вот я, ну, как бы, вот что-то внутри тебя толкает действовать туда или сюда, куда-то вот, да, то есть как бы, и вот была у меня работа, там был там, доцентом кафедры,
хорошо оплачиваю, но потом все бросил и вот ринулся в это дело. И вот был случай, когда мы сделали такую организацию, назывался Институт управления информацией и там чего-то еще. И работали мы с Москомзаймпроектом. И вот когда эту работу мы там выполняли определенную, там делали какие-то договора экономического плана, расчеты и так далее, ну, чтобы как-то поддержать штаны в этом направлении, одновременно проводили семинары. И вот я тут как раз ринулся вот в это действие, и тут такой, и там прикрылось все. То есть разогнали эту организацию Москвозайм, они там разворовали чего-то, оказывается. Ну и вот возникает вопрос, что мне делать с этой организацией, вот с институтом? Закрывать его или не закрывать? Да, то есть как бы жалко, вроде бы столько сил угробили на его оформление там и так далее, печать у тебя тут таскается. Вот. И вот тут я вот встречался как раз с компаньонами, которыми мы начали заниматься вот в плане развития этих вот автомобильных таблеток. И тут что-то среди ночи меня уперло, метро уже закрылось, а надо пройти всего одну остановку в метро. И я думаю, ну что тут идти? Тут мне говорят, да возьми такси, то за десятку ты доедешь, тогда еще можно было за десятку доехать на такси. Я думаю, да что такое тут? Ну, как бы тут, если одна остановка, а перед этим я одну остановку прошел, там 15 минут, и я уже на другой остановке метро. Ну, я думаю, еще 15 минут. А оказалось, что там между этими остановками расстояние раз в 5 больше, чем между предыдущими. Вот. И я иду, уже полчаса, почти час уже иду, забрел какую-то там промзону какую-то, вот. И тут меня как бы догоняет какая-то братья, бьет меня бутылкой по голове, и как бы отбирает у меня сумку. Вот. И сумку отбирает, естественно, деньги, которые там были, они все исчезли. Вот. И печать исчезла. Все остальное осталось, потому что потом сумку мне нашли. У меня там были визитки, мне позвонили и говорят, вот давай, приходи, забирай. Пришел, вот денег нет, печати нет, а сумка есть. Тут для меня это знак был, что, в общем-то говоря, что надо завязывать. А перед этим еще куча было знаков, что не надо было туда идти. Да, то есть вот если так посмотреть, как бы вот не обращал внимания. Поэтому на знаки надо обращать внимание. Вот. Не потом, а до того. Вот. Но на положительные. То есть мир подсказывает, и он ведет. Если мы внимательно к нему прислушаемся, то он выведет туда, куда надо. Это я к тому, что если мы делаем какую-то медитационную модель, то надо внимательно слушать, что мир подсказывает в этот момент, какие мысли появляются, какое настроение, какие теории вдруг возникают, воспоминания. Я тут вспомнил вот сейчас про такую теорию, связанную, такой был Жвирблес, товарищ по фамилии, и он там доказывал, что вакуум – это носитель, с одной стороны, разума, а с другой стороны, то есть там вся информация есть. Ну, в принципе, это тот же Бионет, но так он это к вакууму привязывал. Вот. И он там говорил, что вот в принципе есть, ну как вот связать непрерывность и дискретность. И он это делал через линию Пиано. Вот линия Пиано – это такая замечательная линия, которая может пройти через все точки пространства без замыкания самой на себя. Это Пиано был такой математик, он ее открыл. Сейчас мы покажем, что это такое, как это выглядит на экране. Так, секундочку. Кривая Пиано. Да, то есть как бы, сейчас вот мы кусочек, только интересно, видно будет или нет, из Википедии. Ну, если кто хочет, потом может в Википедии более подробно найти на эту тему. То есть это кривая, которая замыкает все, то есть переходит из одного квадратика в другой, но в принципе она в принципе через любую точку мира может пройти. Сейчас мы это покажем. Где нам тут демонстрация экрана? Не знаю, тут у меня закрыло. Сейчас, может, мы сдвинем этот. Вот. Видно, да, такое вот как бы квадратики вот тут нарисованы. То есть что это такое, да? То есть как бы вот мы видим линия, да, то есть вот она делает вот такую буковку П.
Вот если взять эту буковку P, потом ее можно соединить с другой буковкой P в другом квадратике. Видите, мы переходим к более мелкому масштабу, то есть, вернее, к более большому масштабу. Там вот эти линии все могут соединить. Вот переходим еще к большему масштабу. Получается, что вот здесь вот у нас вот как бы есть такие три вот. В принципе, это может быть как дуга. Да? То есть, дуга, которая соединяет на самом деле разные части квадрата. То есть вот если посмотреть, вот этот квадратик, можно разбить его на 4 части. Да? То есть и в этом квадратике могут быть, этот квадратик соединяется отрезочками. Они могут быть под прямым углом идти, вот, да, а может идти просто линия. Да? То есть как бы... И поэтому, если дальше мы начинаем заполнять, получается такая фрактальная вот заполняемость, когда все квадратики, когда линия проходит через все вот эти вот точки. Да? То есть она получается, что линия непрерывная, а квадратики дискретные. Да? То есть переход от дискретного к непрерывному происходит при изменении мерности. Да? То есть линия – это одномерный объект, а квадратик – это у нас уже объект двухмерный. Да? То есть получается, что мы можем вот в двухмерном пространстве провести линию, которая будет заполнять все пространство. А если перейти тогда к трехмерному миру, да, то есть что там может быть аналогия? Аналогия вот такого взаимодействия. Это может быть на самом деле спираль. Спираль, которая также проходит через все точки пространства, то есть объемная уже линия, да, то есть как бы линия, которая... То есть, ну тогда, чтобы у нас была спираль, она же тоже трехмерная, да, то есть, значит, она должна во времени еще у нас существовать. Да, то есть у нас должно быть четвертое измерение. То есть тогда через вот это вот отображение непрерывности в дискретность мы и можем наблюдать как бы вот то, что мы видим в реальном мире. То есть есть непрерывные процессы, а есть дискретные процессы. Но есть еще время. Да? Время – это такая штука, которая для нас оказывается значимо тем, что есть процессы, которые необратимы во времени. Вот научные формулы в основном все обратимы относительно времени, а процессы реальные относительно времени необратимы. То есть мы можем уйти в одну сторону, а обратно вернуться мы туда же не можем. Как говорили греки, невозможно зайти дважды в одну и ту же реку. Да, то есть почему? Потому что ты зашел, а вода уже там другая. Она уже протекла через это. Так вот, если мы говорим про линию Пиано, которая находится у нас вот такой вот, как модельная как бы конструкция, которая что-то нам соединяет, да, то есть которая получается, видите, как она как буковка S, да, то есть как бы, которая соединяет нам разные частички пространства в одно целое. То есть вот то же самое можем говорить про спираль. То есть спираль нам соединяет весь мир в единое целое. Но она где-то может быть лево закручена, может быть право закручена. То же самое про спин, о котором мы говорили в принципе Павле. Что такое спин, аналогия? Это или левый поворот, да, то есть волчок в одну сторону крутится, или он крутится в другую сторону. И вот два волчка рядом не могут быть в одинаковую сторону крутиться. Они должны быть крутиться в противоположную. Почему? Ну, потому что они как бы разные стороны времени. Есть мир и антимир, да, то есть как бы они крутятся в разные противоположности, чтобы она вместе это все создавало некий баланс, балансировку. Вот такой баланс как бы по времени мы и наблюдаем. Вот. Поэтому весь мир связан в единое целое. То есть вот это получается, что есть некая связанная система, которая нам мир связывает в одно целое. Но она связана еще с миром структур, которые мы сюда отображаем. Да, то есть через вот эти вот разные модели. И мы сейчас попробуем с этими моделями поработать, как бы, ну, то есть вот эту модель соединения, да, то есть связки чего-то с чем-то, да, то есть чего с одного элемента с другим, мы сможем попробуем сейчас вместе с вами отработать здесь, ну, на нашем вебинаре. Но для этого давайте сначала послушаем ответы на вопросы. Ну, то есть мои ответы на ваши вопросы. Какие есть вопросы? Потому что я надеюсь, я уже отлично вас запутал, поэтому вопросов должно быть мало.
Так, вот появился вопрос. Мысль для размышления. Абрамович миллиардер, вырос без маминой ласки, родители умерли, когда он был маленьким. Но он, как добился высот в материальном мире, рисковал, организовал предприятия, реализовал проекты, находящиеся в нужном месте, в нужное время, с нужными людьми. Так как получается у людей, что и кто заложил такие способности, не пойму, как у него так получилось. Может, это дано свыше. Но у каждого на самом деле в этом мире своя задача, да, то есть как бы вот Абрамович, он свои задачи реализует, как бы вас. Если смысл как бы пытается реализоваться с точки зрения материальных возможностей. И какими путями там они это делали, да, то есть там тогда всякий криминал тоже был и так далее, то есть всякого чего-то только они не проходили, поэтому, ну, мы как бы. Да, ну вот вопрос состоятельности, да, то есть тогда, значит, у него есть такое состояние, значит, у него он был состоятелен в этом деле. То есть он делал, и у него получалось. Потому что, чтобы мы могли что-то реализовать, да, то есть нам надо, чтобы у нас вот эта состоятельность, она присутствовала. То есть вот мы могли вызвать вот это у себя внутри это состояние, что я могу. И я себе разрешаю это делать, и у меня все получится. И начинаешь действовать. Потому что если мы начинаем сомневаться, так это или не так, то ли что-то вот, может быть, в чем-то я не прав, то у нас начинает проявляться нерешительность, да, то есть мы начинаем болтаться туда-сюда и не выходим на ту точку, которая нет. Потому что еще в мире есть определенная, в силу того, что у нас вот эти спины, они есть симметрия определенная, да, то есть видите, С и О, они разные. И поэтому, смотря под каким углом мы смотрим на эту спираль, у нас или замкнутая, полностью симметричная получается картина, или она имеет где-то разрыв. Да? То есть, но разрыв – это как некий шаг. То есть, если мы идем по превращению, у нас есть несимметрия. Мы были одни, стали другими. То есть мы не можем, вот здесь у нас появляется некое движение, как линия времени. Поэтому вопрос состоятельности, он как раз у нас с чем важен, что если мы хотим все-таки сколачивать состояние свое собственное, чтобы это мы сами делали, да, то есть, то мы должны вот эти модели взять и применять. Так вот, я когда начал рассказывать, то меня что-то в сторону вело. По поводу вот, когда я столкнулся с вопросом, что вот бутылкой меня ударили по голове, что это тоже некое провидение. Почему? Ну, потому что если бы меня ударили бутылкой, то можно считать, что голову разбили. Но оказалось, что голову не разбили. То есть я потом пошел, оказывается, я там ключ потерял, когда они меня там повалили и начали бить. То пошел посмотреть, а где, чем же это тут меня стукнули? Потому что небольшая там ссадина была на голове. Стал смотреть и вижу там бутылка, она распалась в пыль буквально, в стеклянную. Просто я вот уже когда смотрел, у меня так над головой так джик, что-то блеснуло вот так в разные стороны. Оказалось, что осколков даже нету. А есть только вот как бы стеклянная пыль от этой бутылки. Вот. Ну так вот, я когда оказался в этом состоянии, думаю, что ж теперь делать? Вот. Пошел опять, занял у друзей денег и поехал к тестю на дачу под Нижний Новгород, сидеть там и размышлять. Вот. И там у меня мысль, думаю, ну вот уже некие знания получены, да, то есть вот уже на семинарах там эксперт-операторные отношения проходили. Надо же это как-то использовать. Думаю, надо делать. Что надо сделать? Ну, значит, надо сделать некую имитационную модель. Значит, а тут задача стол сделать. Доски есть, значит, на даче нету стола. Ага, думаю, так, берем, значит, и начинаем сколачивать стол-самобранку. И, значит, я беру эти доски, начинаю вымерять, там, чтобы все у нас было, там, и золотое сечение, там, и углы пирамид там были заложены, еще что-то, что там только не наделал, да, то есть какую-то некую накрутил, как бы, вот, некую модельную такую конструкцию, которая в целом стала работать как некая структура, да, то есть некую структуру я проявил вот в этой деятельности, да, то есть. Ну и что интересно, что пока это все делал, у меня пришли мысли, как заработать денег, там что надо сделать, к кому обратиться, там и так далее. То есть, как бы, и процесс пошел. С тех пор у меня уже не было, чтобы у меня на еду не хватало. То есть, как бы самобранка, как бы она получилась.
Стол-самобранка, он реализовался как некая структура, которая дальше, она меня уже сопровождает все время. Да? То есть я ее как реализовал, как носитель, но она дальше уже существует сама по себе, и она уже как бы вписалась. Поэтому вот мы теперь как бы про структуру состоятельности мы сейчас поговорили, поэтому мы можем попробовать вот эту структуру состоятельности Сергей Геннадьевич, реализовать. какая-то ковер-самолет еще надо. Ковер-самолет. Ну, вон летают же эти самолеты. Пока это можно сделать и без ковра. И прямо в самолете иногда бывают. Поэтому вот, как бы, и когда мы говорим о развитии, то важно вот эти вопросы имитационного моделирования, их использовать в своей собственной жизни. Поэтому мы сейчас попробуем как бы дополнить вот эту структуру блага, которая у многих уже есть, как бы как карточки или как бы вот присоединенные структуры, или как бы какие-то еще, но структуру блага мы сейчас попробуем дополнить структурой состоятельности. Да, то есть как бы на самом деле мы ее уже сделали, эту структуру, и она у нас уже как бы присоединена к нашему вот вебинару. Нам просто и надо, чтобы она у нас распространилась на присутствующих с одной стороны, а с другой стороны, чтобы она стала проявляться в жизни человека. Значит, что с чем нужно соединять? Да? То есть соединять, как правило, надо несоединимое. То есть если мы соединяем то, что и так соединяется, ну что его соединять? Да? То есть как бы это уже банально. То есть нам надо брать какие-то вещи и выходить за рамки. То есть мы, как мы можем соединяться? Мы говорим, мы только выходом на другую орбиту. Да? То есть как бы выход на другой уровень сложности. Переход на другой уровень сложности нам надо сделать, да, то есть как бы создать некую дополнительную сложность, когда мы можем это сделать через вот возможное соединение. Но мы же можем не знать, что нам надо соединять, да, то есть как бы, то есть если это на структурном уровне, мы не знаем, как это называется. Нам важно, как бы, чтобы проявилась некая структура соединения как возможность объединения чего-то с чем-то. Да, то есть мы тогда возьмем и начнем просто это соединять как бы на уровне цветов. Сейчас я тут одну секундочку найду информацию Наташи Зайцевой. Она тут написала интересную вещь про одну структуру. Как раз последняя ее информация. Энерговременной сетевой адаптер. Регулирует временные слои прошлого и будущего, структурирует пространство изомерических форм жизни, обеспечивает изомерную структуризацию файлов жизни времени будущего всего человечества. Есть изомеры, есть сети антиизомеров, у которых структуризация идет в антивремени. В антивремени структуризация изомеров формируется в зеркальном отображении. Взаимодействие изомеров и антиизомеров поддерживает любой объект в устойчивом состоянии. Благодаря этому наша Вселенная устойчиво держится в пространстве времени прошлого, будущего и настоящего. Структурная основа этой светлицы представляет из себя спираль, на которой устойчиво располагается множество структурных звеньев. Сверху эта спираль выглядит как плоскость с начертанными на ней структурными изомерами. Центром спирали является ось, расположенная между миром и антимиром. Спираль вращается, перемещая структуры то в мир, то в антимир. Структуризация изомеров происходит также. Вращаясь по спирали, изомеры переходят из состояния изомеров в состояние антиизомеров, благодаря чему формируется устойчивость мира и антимира, и формируется спиралевидная матричная основа для структур ДНК мира и антимира основы жизни, матрицы смерти, антисмерти, матрицы жизни и антижизни. Эти условия обеспечивают постоянный процесс структуризации изомерического пространства планеты Земля и человека. Ну, это как бы вот такая информация пришла. Ну, вроде как прописала про изделие, но я так думаю, что она как бы немножко глубже залезла в этот процесс, и оказалось, что она как раз очень важно к нашему вебинару написала такую информацию, как бы заранее.